Всем привет! Итак, Техас. В этом штате оригинальная 66-я осталась только в маленьких городках, а между ними это просто сервисная дорога 40-го интерстейта. Она пересекает штат на самом севере, и ее длина в Техасе всего 290 километров. Но интересных мест там оказалось достаточно. Прямо напротив одного из них, в Шемроке, я даже забронировал мотель. Вот вам эта станция ничего не напоминает? Станцию Рамонеса в Радиатор-Спрингс, например. На самом деле раньше это была заправка Конака, а сейчас сувенирный магазинчик и кафе. Вечером они уже были закрыты, но куда ж без интересных историй. Пока чекинился в мотеле, познакомился еще с двумя байкерами, которые также решили остановиться в этом месте. Боб на фото в центре и Тим справа. Тим ездил к семье и возвращался домой через 66-ю. А Боб? Оказалось, что Боб регулярно путешествует по дороге дорог уже больше 50 лет. Первый раз он проехал по ней в 12 лет с отцом. И еще застал те времена, когда трасса 66 была обычным действующим шоссе, а не исторической трассой, как сейчас. Он проехал по ней уже больше 20 раз и знал о ней буквально все. И Конака Тауэр помнит еще как полноценную заправку, где они заправлялись. И вот под его увлекательные рассказы Юпин, хозяин нашего мотеля, предложил: «А хотите зайти внутрь Конака Тауэр? У меня ключи есть». Ну, конечно, мы захотели. Владелец отеля специально открыл заведение по соседству, чтобы мы смогли фотографироваться с Элвисом. На следующий день уже в 8 утра я отправился в дорогу. Вообще до поездки я представлял себе утро в Техасе ярким, теплым и солнечным. Получил какой-то Silent Hill. Добавил саспенса и первый городок, Маклин. Он оставил довольно гнетущее впечатление своей пустынностью и ощущением заброшенности. Все-таки время не щадит никого и ничего. На позитивную волну я начал переключаться только в Амарило. Визитор центра там оказался очень приятным и богатым на интересности. Целый стенд с играми. Некая Рутополия. Route 66, которую я купил. Это вот сюрприз. Покерный набор. Понятно, что еще пазлы есть и так далее, но покерный набор. Зацените фишечки. Опа. Route 66. Блин, рубашки огонь просто. Where are you from? St. Petersburg, Russia. Oh, okay. Would you please sign in Yeah. for us? We don't get many people from Russia. Typical souvenir from Texas, in your opinion. People from other country, like the hats and Classical American hats. Yeah. Boots. Boots. Right. This part of the country, this part of Texas, was founded by the ranches, the big ranches. Амарило – самый большой городок на 66-й в Техасе. И там были интересные места и помимо визитор-центра. Например, здесь находится один из самых известных стейкхаусов Техаса – The Big Texan Steak Ranch. И вот это еще раз к вопросу о сложностях и компромиссах логистики. От Шемрока до Амарило всего 140 километров. Так что, если интересует отель в Шемроке, ресторан в Амарило и хороший километраж за день, то выбрать можно лишь 2 пункта из 3. Я пожертвовал как раз рестораном. Вскоре после Амарило тучи растянуло, и в Вегу я въезжал уже в отличную солнечную погоду. Там меня привлекло очередное место из паспорта трассы 66 – музей культуры Мильберн Прайс. Welcome to Texas. Thank you. My name is Danny. We have Danny? Come on, my name is Dennis. Dennis. Yeah. Awesome. Well, you're welcome. Come in. We have
So this press is more than 100 years, Yeah. you said? So 1896, which would make it. 1896. So it would make it 128 years old this year. And there you go. Вау. And the ink dries pretty fast. So. Музей, скажем прямо, оказался довольно специфичный. Представьте себе чердак на даче у бабушки, напичканный антиквариатом. Но только чердак этот размерами с промышленный склад. Если покопаться в таком, то обязательно найдешь что-то для себя интересное. И я таки нашел. If you've seen the movie Cars, that's Lizzie. You can keep going. Lizzie from the Cars? Yeah, see, Really? yeah, she's the same year model as the animation Cars. So the character in the Disney cartoon, Disney and Pixar cartoon Cars, this, they even have the eyes on her. She's 101 years old. She's a 1923, same year model as the character. And we even have a local connection to the character Lizzie in Cars. This lady here, she's deceased. She died a long time ago. But her name was Dot Levitt, and she was, Disney and Pixar came and interviewed her before she died for the first movie. They had interviewed her? Yeah, and they took half her personality Wow. and half of a lady named Lucille Hammonds from Oklahoma to make the character Lizzie. So, Wow. yep. Fun. And this is the original 4-cylinder, 20 horsepower engine. She's got a few electrical problems, but our curator Greg there drove her in Amarillo last summer for the Route 66 festival. And you can pin Russia. Yeah. Here, With a and pleasure. then we have actually, the people have pinned is right here, so Oh, we have several Russia pins. would be nice to check if somebody from Russia was here. Now, Oh, you still have nobody from St. Petersburg. So let it be. and that's here. like a big city, right? В общем, спасибо паспорту за Вегу. Городок мне очень хорошо запомнился. А буквально через 22 километра меня ждала последняя остановка в Техасе. Midpoint кафе в Эйдриане. Ну что, вот и добрался до середины пути оригинальной трассы 66. Это в Техасе. Конечно, середина трассы 66 – это весьма условная точка, так как маршрут дорог со временем менялся. Но для путешественников это место реально рубеж. Особенно для таких путешественников. Обедать в этом кафе я не стал. Это оказалось больше места для шопинга и легкого перекуса. Nice hats. From Vega? Yeah, from Vega. Yeah. And then Прям на обложке это кафе. Красавцы. Это подстава. Во, кафе Midpoint, пин. Короче, сейчас я здесь затаю себя чувствую. Все же неплохо, когда свободного места в багаже нет. Я вынужден был себя ограничивать. Ну, а обед я немного отложил. Был уверен, что вскоре у меня будет отличный выбор мексиканской кухни. Потому что я въезжал в очередной штат – Нью-Мексико.